Идея создания экспедиции принадлежит сразу трем отделениям Русского географического общества. Как любое начинание, все начинается с какой-то искорки, с какой-то идеи. Вот мы 3 месяца назад проехали автопробегом по всем Кавказским республикам и увидели вот это прекрасное место, которое вы видите на мониторах. Татьяна Нефедова описала это все, прекрасно разместили на сайте. И вот Дмитрий Августович Шиллер, председатель татарстанского отделения, предложил свои знания и умения приложить в исследовании озера, на что откликнулись чеченское отделение и Дагестанское республиканское отделение Русского географического общества. Также удалось нам подключить научное сообщество 2 республик, это Чеченский государственный институт и Дагестанский филиал Каспийского НИИ рыбного хозяйства. И вот с такой идеей и на энтузиазме тех людей, которые сейчас перед вами, начался этот проект. Мы надеемся, что он будет развиваться и выльется в масштабное исследование данного региона. Ну, во-первых, это интересно нам. То есть коснуться ногами дна озера Кызынай-Ам, я думаю, что немногим это, как говорится, удавалось. И, конечно же, это популяризация науки. Популяризация в том, что, на мой взгляд, когда произносят слово «ученый», то есть экспедиция вызывает у молодых ребят, это вызывает некую скуку в глазах. То есть, а вот такими вот акциями, имеющие под собой еще и научное основание, мы пытаемся к этому привлечь наших молодых ребят. Озеро, ну, мы его больше называем Изен, оно относится к бассейну реки Сулак. В бассейне Сулак есть нормальная форель жила, и, скорее всего, она образовалась, вот эта популяция форели и этот вид, относительно недавно, ну, в геологическом смысле, там, несколько миллионов лет назад, наверное, может, даже меньше. В связи с тем, что произошел оползень, и форель ручьевая стала жить в озере, изменила свой образ жизни, соответственно, и изменила морфологию. То есть, понимаете, мы видим здесь эволюционный процесс. Веденский район. Все мы знаем этот район по печальным сводкам новостей. Один из самых опасных районов республики. Как вас там принимали местные жители, и не страшно ли было находиться в горах, высоко, далеко от цивилизации? Я очень рад, что мне удалось побывать в этих местах и самому развеять какие-то мифы, которые о которых мы узнаем в средствах массовой информации. То есть и действительно был поражен той мирной жизнью, которая сейчас протекает. Ну, на озере действительно катаются на водных мотоциклах, отдыхают дети. То есть именно их привлекло как раз еще наше прибытие туда, то есть и наша работа. Кроме того, ну, было очень трогательно, когда местные люди предложили нам свою помощь, то есть в виде катера, в виде плота, то, что нам именно технически помогло для осуществления наших задач. Подходили просто простые люди, нас приветствовали, говорили: здорово, что вы приехали, наконец-то, что вы приехали. То есть всем надоело уже вот то, что происходит, всем вот эти вот ярлыки, которые на чеченцев вешают. То есть как здорово, что вы сюда приехали, ребят. Ну, это озеро, оно, к сожалению, до сих пор не было широко известно в России. А у нас в регионе, конечно же, о нем знают все. Это одно из самых красивых и высоко расположенных озер Северного Кавказа, юга России. Находится на высоте около почти 2 километра над уровнем моря. Окружено оно горами, несколько сотен метров, возвышаются со всех сторон горные склоны. Мои дорогие друзья, коллеги, они уже побывали там у нас и знают то, что это безопасно. Вы можете спокойно приехать, насладиться красотами, искупаться в этом озере и сами убедиться в том, насколько оно красиво.